Всем привет, дорогие друзья! В преддверии праздника Пасхи хочу поделиться с вами рецептом карамельного кулича краффина с орехами. Это мой новый авторский рецепт из серии куличей краффинов. Тесто получается сдобное, сладкое, очень нежное и влажное, с насыщенным вкусом сливочной карамели и орехов. Это невероятно вкусное сочетание. Надеюсь, этот вариант кулича краффина вам также понравится. А ссылки на все предыдущие рецепты я оставлю под видео в описании. Для приготовления теста мне понадобится в сахар добавляю цедру одного апельсина и лимона. Хорошо перемешиваю. Получится такой очень ароматный сахар, который даже окрасится слегка в оранжевый цвет. В теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю столовую ложку сахара от общего количества, всыпаю дрожжи. Я использую сухие дрожжи, можно использовать и свежие, тогда берите их в 3 раза больше. Хорошо перемешиваю. Оставляю таким образом дрожжи постоять минут на 5-7. В ароматный сахар добавляю соль, яйца. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес яйца со скорлупой примерно 72 грамма. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Просеиваю в миску муку, но не всю. Часть муки оставлю, буду ее добавлять постепенно, исходя из консистенции теста. Вливаю подошедшие дрожжи. Добавляю яйца с сахаром. Аромат стоит, конечно, потрясающий. Начинаю замешивать тесто, сначала лопаткой. Очень важно готовить тесто на куличи с хорошим настроением. Тогда и выпечка получится великолепная. Добавляю в миску всю оставшуюся муку. Лопатку убираю. Дальше тесто буду замешивать руками. Сейчас в тесто я добавлю мягкое сливочное масло и продолжаю его вымешивать. Как видите, тесто сейчас у меня получается еще достаточно липким, поэтому я буду добавлять в него дополнительно муку. Перехожу к замешиванию теста на столе. Тесто сейчас еще получается липковатым, но больше муку сюда я добавлять не буду. Буду вымешивать его до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к столу и к рукам. Не забивайте тесто мукой, оно должно получиться нежным. Тесто я буду вымешивать примерно 10-12 минут. Конечно, вы это можете делать и в тестомесе, но я люблю работать с тестом руками. Тесто я хорошо вымесила. Посмотрите, какое оно сейчас великолепное. Оно нежное, мягкое, но вместе с тем не прилипающее к рукам. И от стола оно тоже вот так отстает. Сейчас тесто и руки я слегка смазываю растительным маслом без запаха. Беру миску, также ее слегка смазываю растительным маслом без запаха. Перекладываю в нее тесто, закрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойке в теплом месте примерно на час-полтора. Это тесто очень сдобное, поэтому ему для подъема может понадобиться чуть больше времени. Для приготовления сливочной карамели мне понадобится в сотейник с толстым дном всыпаю сахар. Он должен расплавиться и стать красивого золотистого цвета. Жирные сливки прогреваю до горячего, но они не должны закипеть. Чтобы сахар плавился равномерно, можно его слегка перемешивать. Весь сахар расплавился, стал красивого янтарного цвета. Важно не передержать карамель, иначе она будет горчить. Плиту выключаю и вливаю в карамель горячие сливки. Сразу начинается активное шипение, поэтому действовать надо аккуратно, чтобы не обжечься. Интенсивно все перемешиваю. Добавляю соль и сливочное масло, перемешиваю.
Чем гуще вы хотите сделать сливочную карамель, тем меньше добавляйте сливок. И наоборот. Если хотите получить жидкий карамельный соус, добавляйте больше сливок. Переливаю сливочную карамель в миску. После остывания она больше загустеет. Закрываю сверху пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, для того, чтобы не образовывалась сверху корочка. Оставляю до полного остывания. К карамели прекрасно подходят орехи. Я буду использовать достаточно много орехов. У меня здесь фисташки, миндаль и грецкие орехи. И также, чтобы добавить немного цвета и, конечно, вкуса, я буду использовать сушеную вишню. Я ее предварительно не замачиваю, просто порежу дополнительно, чтобы она была небольшими кусочками. Орехи высыпаю на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправлю подсушиться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 7-8 минут. Режу вишню. Орехи у меня уже полностью остыли, и сейчас я их немного измельчу. Выпекать куличи я буду в 4 формах. У меня 2 формы вот такие железные, диаметр по дну 12 сантиметров, и я нарастила высоту при помощи пергаментной бумаги до 14 сантиметров. Также дно формы я укутала в фольгу, чтобы нигде ничего не подтекало. Я также на дно выложила пергаментную бумагу. И вторая форма у меня вот такая бумажная, диаметр по дну 14 сантиметров и высота 10. Тесто вот так замечательно подошло. Оно стояло у меня на расстойке примерно 1 час 40, так как тесто здесь очень сдобное. И ему для подъема требуется больше времени. Достаю его из миски. Разделю его на 2 чуть неравные части, так как у меня формы не совсем одинакового размера. Одну часть теста переложу обратно в миску, а со второй буду работать. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю тесто, также его сверху подпыляю мукой и раскатываю в большой прямоугольный пласт. Стараюсь его раскатать как можно тоньше. Если надо, дополнительно можно пользоваться мукой. Тесто я раскатала достаточно тонко, толщина примерно 1,5 мм. И сориентирую вас по размерам пласта. Длина 60 см и ширина 42. Это у меня кусок теста, который чуть поменьше. Посмотрите в итоге, какая у меня сейчас получилась карамель. Она уже полностью остыла, но она не холодная, просто еле теплая. Сейчас чуть меньше половины карамели я выливаю на тесто. Аккуратно ее распределяю ровным слоем по всей поверхности теста. Сверху выкладываю чуть меньше половины всех орехов и кусочки вишни. И теперь все скручиваю в плотный рулет. Переношу рулет на доску и острым ножом разрезаю его вдоль. Я каждый раз нож протираю. И теперь из каждого рулета формирую краффин. Сначала выкладываю дно краффина, вот таким образом подкручиваю все в улитку. И сверху делаю вот такую красивую вершину. Стараемся подвернуть слои теста так, чтобы они все были сверху. И формую второй краффин. Аккуратно все переношу в формы. Я их пока сверху закрываю пленкой и оставляю на расстойке. А тем временем формирую второй рулет.
Переношу крафины в формы. И теперь все куличи я оставляю на расстойке, примерно на час-полтора. Рекомендую формы с тестом поставить в духовку и включить лампочку, либо поставить чашку с горячей водой. Так в теплом месте они будут подходить быстрее. Куличи хорошо подошли. Тесто заняло фактически всю форму. И сейчас я их отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку сначала на 5 минут. Затем я снижаю температуру духовки до 180 градусов и выпекаю их еще примерно 30-35 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Формы я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если я увижу, что верх куличей начинает слишком сильно подпекаться, я прикрою их фольгой. Куличи я достала из духовки, обязательно проверяю их готовность деревянной шпажкой. И сейчас оставлю их буквально минут на 5 остыть, а затем извлеку из формы. Из бумажных форм куличей можно не доставать, но я сразу их достану, чтобы они быстрее остывали. И чтобы вы увидели, какие они получились. Если вы хотите, чтобы они дольше постояли, просто оставляйте их в бумажных формах. Вот такая красота получается. Остывшие куличи-крафины присыпаю сверху сахарной пудрой. Других украшений они не требуют. Конечно, если вы хотите, вы можете украсить их сверху и глазурью. Я желаю всем вкусной и красивой выпечки. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Язикок Позитивная кухня. Всем пока!